Привет! Сегодня 31 декабря, канун Нового года, и было бы просто глупо говорить о чем-нибудь кроме надвигающегося на нас праздника. Сегодня мы продолжим тему, начатую неделю назад, и расскажем о лучших новогодних произведениях. И если в прошлом видео мы обсуждали выдающиеся новогодние фильмы, то сегодня мы расскажем о самых лучших рождественских книгах. В этот праздничный день мы обсудим 3 лучшие новогодние повести. И первая книга, о которой я хотел бы поговорить, это сказочная мистерия Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Нет лучше чтива в зимние праздники, чем эта гоголевская повесть, особенно когда утром в потолок бьет яркий белый свет от заснеженной белоснежным покрывалом земли, а вечером завывает свистящая вьюга. Эта повесть является самым известным произведением цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» и может быть известна читателю еще и по замечательному одноименному фильму 1961 года. Дух дикого поля, настоящих, неподдельных чудес и прекрасного казацкого юмора просто переполняют это произведение. Начинается оно с простой, но эффектной завязки, служащей пружиной всей повести. Молодой парень Вакула, прекрасный кузнец и настоящий силач, никак не может выбросить из головы местную красавицу Оксану. Не нашедший пока взаимности Вакула от несчастной любви просит помощи у потусторонних сил и связывается с самим чертом. Похожие истории происходят и в нашем реальном мире, когда, не получив удовлетворения в любви, люди пытаются найти силу на темной стороне, становятся пиратами, хулиганами, рок-звездами. Путь опасный, но веселый, и если сохранить в себе частичку света, то можно вернуться из темной стороны. В изображении нечистой силы ярко отразилось мистическое мышление самого автора. В повести есть несколько сцен, когда персонажи по логике повествования хотят что-то сделать так, но в последний момент их, как пишет Гоголь, будто черт дергает, и в итоге они поступают совсем иначе, чем изначально хотелось. Они делают нехорошо, даже не понимая, что в этот момент в них говорит злонамеренный и вредный темный дух. Этот прием добавляет дополнительного и очень интересного психологизма именно потому, что читателю, в отличие от персонажей, видно, где именно и почему этот дух проявляет себя, какими слабостями того или другого героя он пользуется. Но кроме этой чертовщины, кроме истории Вакулы и Оксаны, в повести есть и другие важные темы и события. Описываются другие, ничуть не менее важные сцены. Я бы даже сказал, что линия Оксаны и Вакулы скорее побочная, а главное действие, которое происходит в книге, это празднование Рождества, сопровождающееся интернациональными традициями, колядками, хождениями в гости и стремлением осуществить все нереализованные за год желания в одну праздничную ночь. Именно это и приводит многих персонажей повести в один дом, в котором живет удивительная женщина Солоха. Когда кум приходит к Солохе, у нее по мешкам уже распиханы черт, дьякон и голова. У нее скрывается сразу земная, небесная и подземная власти. Вот какая власть скрывается под юбкой у украинской женщины. И все это написано замечательным гоголевским языком. Языком, который некоторые современники автора называли неграмотным, но мы сейчас считаем прекрасным. Языком, который сразу переносит читателя в теплую избу, к горячей печке и столу, полному вкусных и жирных национальных блюд. К столу, за которым, как у Гоголя, уже сидит шумная и веселая компания казаков, травящих свои бесконечные байки. В довершении можно с уверенностью сказать, что ощущение сказочной чертовщины еще долго не покинет читателя и уж точно добавит ему праздничного настроения. Вторая рождественская книга, о которой мы сегодня поговорим, принадлежит перу знаменитого британского писателя Чарльза Диккенса, и называется она «Рождественская песнь в прозе». В Англии традиционно на Рождество повсюду, в домах, в церквях, на улицах исполняются так называемые традиционные рождественские гимны, рождественские праздничные песни.
И Диккенс в прозе написал такой рождественский гимн, такую песню. И его песня в прозе стала, на мой взгляд, самым знаменитым рождественским сюжетом сегодняшнего дня. Вы могли не читать Диккенса, но вы точно знаете придуманную им историю. У этой повести десятки экранизаций, близких к тексту и переиначенных, и никто не знает, сколько экранизаций точно, потому что их так много, что никто не знает их все. Любой уважающий себя многосерийный телевизионный проект от Санта-Барбары до Саус-Парка имеет специальный новогодний выпуск, в котором одному из героев являются 3 духа Рождества и запугиванием заставляют его в эту сказочную ночь стать лучше. В оригинале у Диккенса духи Рождества явились к богатому, но скупому старику Скруджу. Именно в честь героя Диккенса студия Дисней назвала своего известного персонажа Скруджа Макдака. Старому скупердяю ночью является дух прошлого, настоящего и будущего Рождества, которые на пальцах объясняют этому сквалыге, что тот ведет себя нехорошо, что быть таким жадным небезопасно, что с близкими людьми нужно делиться своим хорошим настроением, особенно на Рождество. Самым известным поклонником творчества Чарльза Диккенса в нашей стране является Федор Михайлович Достоевский. Его называют русским Диккенсом. И было бы очень интересно посмотреть на Достоевского в этом свете, в котором старушка-процентщица выглядит совсем как мистер Скрудж, а Раскольников — это такой нерождественский дух, который, впрочем, тоже упоминается в обсуждаемой повести Диккенса «Дух нищеты и невежества». Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но, по-моему, это уже перебор. Давайте закончим с Диккенсом. Но давайте сделаем это на праздничной ноте, ведь Новый год — это время дарить подарки. И я подарю эту чудесную детскую иллюстрированную книгу тому, кто назовет лучшую экранизированную повесть «Рождественская песня в прозе». Пишите ваши варианты в комментариях. Победителя я объявлю в январе. Подпишитесь на уведомления и следите за сообществом Белинского на YouTube. А сейчас я назову самое лучшее, на мой взгляд, рождественское литературное произведение. Так же, как и 2 предыдущие повести, это сказка. Так же, как и 2 предыдущие сказки, это сказка страшная. Почему так происходит? Когда мы говорили о лучших новогодних фильмах, мы заметили, что все это, как правило, музыкальные комедии. Но когда мы говорим о лучших рождественских книгах, мы видим, что это страшные сказки. Какая сказка у нас сегодня на первом месте? Вы догадались? Поставьте на паузу и напишите ваш вариант в комментариях. Мне действительно очень интересно посмотреть, какие варианты вы предложите. Надеюсь, вы это сделали, поэтому перехожу к главному. На первом месте сегодня «Крепкий орешек» немецкого происхождения. Страшная сказка, автором которой является немецкий писатель, романтик, сказочник и композитор Эрнест Теодор Амадей Гофман. Сказка под названием «Щелкунчик». Вроде бы простая сказка, но не все так просто. Она написана так, что автором этой повести является один из ее героев. Гофман был смелым писателем и обладал качеством, которое каждому хорошему писателю необходимо. Это не стиль, не начитанность, не образование, не словарный запас. Это не умение строить интересный сюжет или писать живых персонажей. Это не описание психологических нюансов людских взаимоотношений и не философия. Единственное, чем должен обладать хороший писатель, это воображение. И у Гофмана оно было. Он написал повесть, которую можно прочесть с 2 сторон, как волшебную сказку про Щелкунчика и девочку Мари. Или с другой стороны, как реалистичную историю о сломанной деревянной игрушке, маленькой девочке и ее страхе перед темнотой и крысами. Рассказывая эту многослойную историю, Гофман стирает границу между ее реалистичным и сказочным вариантами. Так что читатель одной ногой находится в сказке, а другой своей половиной в реальности. И, пожалуй, самое интересное происходит в конце, когда читатель узнает, что 7-летняя Мари и Щелкунчик все-таки поженились. И тут мы понимаем, как разыграл нас Гофман. Вся повесть «Щелкунчик» была придумана ее главной героиней, девочкой Мари. Девочкой, которая играет со своими куклами, и все происходящее в сказке – это игра Мари, которая из себя саму сделала куклой, чтобы играть в собственной сказке одну из главных ролей. Но когда мы называем «Щелкунчика» лучшим рождественским произведением, все же мы говорим не только о тексте. «Щелкунчик» сегодня – это прежде всего гениальный балет и гениальная музыка Петра Ильича Чайковского.
Практически везде, в Америке, в любой стране Европы, в любой точке планеты, если в этой точке знают, что такое Рождество, там знают и любят мелодии великого русского композитора. Друзья, в этом новом году я желаю вам исполнения всех ваших желаний. И даже хочу вам немного в их исполнении помочь. Чтобы ваше желание сбылось, во-первых, поставьте лайк этому видео, а во-вторых, загадайте желание. И, не выпуская его из головы, напишите в комментариях под этим видео, чего вы хотите в следующем году или, может, прямо сейчас. Обратитесь к тому, в кого вы верите, к Деду Морозу, к Санта-Клаусу, к Владимиру Путину. А если верите в себя, можете даже обратиться к самому себе. Я говорю вам как на духу. Тот, к кому вы обращаетесь, прочтет ваш комментарий, и по лучшим вашим комментариям